на эти СМС от бывшей ни в коем случае нельзя отвечать. Ведь мужчины очень часто сталкиваются с такой ситуацией после расставания, что она через неделю или через месяц, как ни в чем не бывало, пишет тебе, как дела, или поздравляет с ближайшим праздником. Ну, помимо очевидной радости от того, что роднуля пишет, у тебя в голову наверняка закрадывались вопросы, а что, собственно, мне отвечать на это? Как ответить, чтобы все не усугубить и не испортить? А может быть, вообще промолчать и проигнорировать ее сообщение? Поэтому сейчас я дам конкретные рекомендации, конкретную инструкцию, на какие сообщения девушки не стоит реагировать, а на какие можно обратить внимание, если в тебе все-таки сидит это желание, чтобы вы по итогу сошлись. О чем думает бывшая девушка, когда вот таким способом напоминает о себе? Но для начала давай все-таки начнем с сообщений, на которые не стоит реагировать. По крайней мере, я бы не стал отвечать. А сейчас я объясню почему. Тут можно выделить 3 типа наиболее коварных СМС, на которые прям вот хочется ответить, прям вот зубы сводит, как хочется. Первый тип такой нейтральный. Это как дела? Что нового? Это смайлик. Это поздравление с Новым годом или с днем рождения. То есть это такое невинное сообщение, как ни в чем не бывало. Как будто у вас все хорошо, и вы вообще вовсе не разбегались даже. Подобный СМС тебе может прийти по срокам, если говорить, в период до 3 месяцев после расставания. Ну, точнее, после не самого расставания, а после того, как ты отстал. Потому что в порядке вещей, когда мужчина бегает за девушкой там, неделями буквально, да, оббивает пороги бывшей. Давай копнем здесь глубже. Почему тебе может хотеться ответить здесь? Потому что происходит некая ошибка восприятия. То есть, как мужчина мыслит. То есть, мы же мыслим логически. То есть, значит, ага, она не хотела меня видеть, не хотела общаться, выслушать меня, добавила в черный список. То есть, всячески отстранялась. А здесь, раз она пишет сама, ну, логично, значит, оттаяла, пошла на сближение. Хочет возобновить отношения. Соскучилась. И неважно то, что если нам приглядеться, что СМС-то не содержит понятного, разумного смысла. Да даже той же логики не содержит. Ведь этот человек тебя предал и ушел. А тут пишет, как дела? Ну, как-то не вяжется, что ли. Но вот вы не поверите, друзья, насколько много мужчин ведутся на это. Большинству этого достаточно для того, чтобы растаять и расплыться в улыбке. Сердечко забилось сильнее, роднуля пишет. И пусть весь мир подождет. Начинает катать ответную простыню. Ну, как по мне, это примерно то же самое, что стать жертвой мошенника, который обчистил тебя на кругленькую сумму по телефону. А потом через месяц тебе пишет: слушай, ну что, как дела-то у тебя? А что нового? Ну, примерно то же самое получается. А как оно на самом деле? О чем думает бывшая, когда пишет это тебе? А на самом деле, после того, как ты отстал, произошел вот этот период затишья, и женщина думает, а что происходит, собственно? Вроде там бегал за мной, пытался поговорить, умолял вернуться. А тут ни с того ни с сего затих. Может, он нашел кого-то себе? А может быть, нашел себе силы принять окончательное решение? Ну что-то как-то не похоже на него. А дай-ка проверю. Ну, посмотрю реакцию. А то здесь мы уже можем разглядеть мотив любопытства. Так у нее было полное ощущение власти над тобой. Даже после ухода. Она знала, что ты зависим от нее. А тут, когда тишина, да, вот это ощущение начинает у нее потихонечку таять. И, следовательно, это удобный повод проверить обратную связь. Все, здесь ничего, друзья, выдумывать не нужно. Не нужно никаких фантазий. Но поскольку это просто любопытство, просто интерес, писать что-то вразумительное, что-то громкое, ну как-то не гоже, что ли. Не с барского плеча пока еще. Потому что чувство вины еще не зародилось, переосмысление, какого-то осознания не произошло. Поэтому она думает, вот как раз вот удобный повод, скоро Новый год, поздравлю. Как раз ни к чему не обязывает, ну как будто просто так, из вежливости, да, почему нет. Я всегда рекомендую мыслить критически. Вот тебе пришло сообщение от бывшей, как дела. И ты отвечаешь, хорошо, а у тебя как? Ну, представим такую ситуацию. Хотя что ее представлять? Большинство мужчин так и отвечает, пытаясь изобразить еще такую вот
холодность, то есть сухо отвечают. Ну, совершенно очевидно становится со стороны даже, что это выглядит просто нелепо, неуместно и странно. Что ее СМС, что твой ответ. То есть, ответив ей, ты собственноручно дал положительную обратную связь. По сути, похвалил ее. Взял документ, где написано: я подтверждаю, что все еще жду, страдаю, надеюсь, все еще пересматриваю наши совместные фотографии и слушаю сопливые песенки. Ты в этом документе расписываешься и показываешь бывшей. Вот что ты делаешь, ответив на ее СМС. Ты думаешь, она этого не понимает? Она понимает, что если захочу, могу вернуться в любой момент. Почему эти диалоги в 99% случаев глохнут? А потому что ей уже не интересно. Она все понимает, она успокаивается и идет заниматься своими делами дальше. У нее был интерес, вот это любопытство, и ты его тут же утолил. Ты можешь сказать: ну я просто был вежлив, нужно же по-человечески общаться. Чего я буду молчать? Ну это как-то некрасиво. Ну, во-первых, не нужно забывать нашу основную цель. А во-вторых, лучше задуматься, а не обманываешь ли ты здесь себя? А ведь это еще хуже. Это еще хуже. Тебя из-под тишка ударили по левой щеке, а ты подставляешь правую. Это нормально? Это по-человечески? Вот только недавно буквально обращался мужчина. Составили стратегию, все, вошли в игнор, все хорошо. Я говорю, напишет бывшая, поздравит с днем рождения, а у него как раз скоро день рождения было. Я говорю, не отвечай. Вот что хочешь, делай, на стену лезь, но не отвечай. Да, конечно. И что вы думаете? Конечно, он не выдержал и ответил. Что произошло дальше? Наверное, какой-то диалог завязался. Да? Нет. Она просто ничего не ответила. Тишина. И в 9 из 10 случаев тебя ждет этот сценарий, если ответишь. Еще не лишним будет здесь упомянуть очень важный момент, когда мужчину одолевает страх и лезут в голову мысли, что если не отвечу, то все. Бывшая сейчас разозлится, обидится и уже точно больше не напишет никогда. То был еще какой-то шанс, какая-то надежда. И я собственными руками сейчас все это уничтожу. Это иллюзия, друзья. Не нужно бояться и не ответить. Это принесет нам только плюсы. Я объясню почему. Ведь игнорирование подобных СМС и вообще человека в целом, который причинил тебе боль, который негативно на тебя повлиял, это абсолютно органичное поведение человека, который себя уважает. Это сложно осознать, когда значимость завышена все-таки к девушке, но это так. И вот этим своим поведением, тем, что мы не отвечаем, мы самой бывшей даем это понять. Да, направляем ее мысли вот в нужное русло. Даем прочувствовать весь груз ответственности за ее поступок. Заставляем задуматься. Запускаем процесс сомнений. И не нужно 7 пядей во лбу, чтобы это понимать. Нужно всего лишь критически мыслить, друзья. О том, что если ты отвечаешь девушке на сообщение, на смайлик, после того, как она безжалостно разрушила ваши отношения или, не дай бог, семью, значит, ты поощряешь такое отношение к себе. Так к тебе и будут относиться. Значит, ты этого заслуживаешь. И грош цена таким отношениям. Если спросите меня, как бы я отнесся, если бы бывшая мне вот подобное написала? Да просто как к издевательству. Точка. Поэтому, друзья, вот на эти нейтральные, невинные сообщения мы, конечно же, не отвечаем. А лучше еще, часто меня тоже спрашивают, лучше даже и не читать, оставить непрочитанным. Так мы оставим бывшей больше пространства для фантазий, так сказать. Следующий тип сообщений, от которых я бы держался подальше, звучит примерно так. Я готова дать тебе шанс. Я подумала и решила. При условии, что... И дальше идет, как правило, абстракция. При условии, что ты исправишься. При условии, что мы сходим к психологу и проработаем там что-то. Правда, что, не ясно. При условии, что ты станешь больше уделять мне времени, внимания. А что это означает, история умалчивает. Подобные сообщения от бывшей приходят, когда ты продолжительное время бегал, и у женщины есть такая полная, тотальная уверенность в том, что ты ее ждешь.
Она 100% уверена, что ты примешь ее на любых условиях, когда угодно. Но давай задумаемся, а почему здесь тебе может хотеться вот прям соблазнительно так ответить и согласиться на эти вот разумные, как будто бы условия. А тебе будет хотеться ответить. Ведь здесь роднуля реально хочет вернуться, она об этом прямо говорит. Тебе просто стоит написать 2 слова. Да, хорошо. И она сегодня же будет рядом с тобой. Тебе просто от этого срывает голову. Почему это так заманчиво? Потому что здесь у тебя в голове может появиться такая иллюзия, что вот в этой паузе, или сколько вы там не общались, девушка реально думала. И по итогу приняла взвешенное решение. А так ли это? Здесь можно выделить 2 сценария. Первый. Она просто побыла пару недель без тебя, и у нее создалось такое впечатление, что действительно, да, причина того, что там, у меня угасли чувства, что ты не уделял внимания. Это действительно было избыточным шагом, и нужно вот дать второй шанс. Нужно вот просто вернуться, и мы проработаем это, и все будет хорошо. Что интересно, друзья, она искренне в это верит. Это первый сценарий. И второй, такой прям крайне проблемной девушке, это разочарование вот в этих серьезных отношениях. И в голове формируется вот эта картинка счастливого будущего без тебя, где нет запретов, где свобода, где никто не ворчит, не дуется, не клюет мозг. Можно делать что угодно. Ходить на свидания, ходить в клубы с подругами. И когда женщина уходит, у нее всегда вот эти вот завышенные ожидания от этого будущего. Но, друзья, ее фантазии сталкиваются с суровой реальностью. Выясняется, что очередь из мужчин как-то не выстраивается за ней, а влюбиться в кого-то и испытать чувства – это вообще из разряда миссии невыполнима. Один вон заваливается с порога цветами и комплиментами. Поначалу приятно, но потом приедается и не цепляет как-то. Этот слишком нерешительный, этот слишком ревнивый и эмоциональный. Всего один раз на свидание были, а он уже как на меня голос повышает. Тот вон женат, ищет любовницу. Этот предлагает за деньги купить хочет. Тот какой-то странный, а это вообще извращенец. В общем, все какие-то кривые, косые, а принцев всех разобрали. И тут она вспоминает о тебе. Проверенный, понятный, объективно хороший, удобный мужчина, который все для нее делал. Плюс немножечко ностальгия делает свое дело. И ты получаешь это заветное СМС: «Я готова дать тебе второй шанс». Но почему не стоит отвечать и вообще соглашаться на этот второй шанс? А потому что это будет второй шанс для тебя. А должно это быть с точностью наоборот. Для бывшей это должен быть второй шанс. Давай зададимся банальным вопросом. Что такое гармоничные и здоровые отношения? Где девушка счастлива, удовлетворена этими отношениями и не способна уйти. То есть это там, где мужчина занимает уверенное лидирующее положение. Сильную позицию. К нему есть уважение, к нему есть любовь. Стратегически важные решения принимает тоже он. Не боится это делать. И женщину это устраивает. И вспомни, ты, скорее всего, был таким в начале в самом. Но потом что-то пошло не так. Была череда ссор, конфликтов. И баланс нарушился. Ты попал в слабую позицию. А женщина заняла сильную. Потеряла уважение, а значит и чувство. И ушла. Но что мы видим сейчас? Вот эти слова «я готова», «я решила», «при условии». Ведь это слова лидера. Это слова человека, который доминирует в отношениях. Но вспомни, вот в этой сильной позиции она ведь и ушла от тебя. А сейчас в этой позиции решила и вернуться. По наивности, по глупости, но она этого не понимает. Но мы должны думать наперед, мы должны прогнозировать. Мы должны думать за саму девушку, в конце концов. И понимать, что если она ушла, будучи в сильной позиции от нас, то каковы шансы, что эти отношения выживут, если перемены ролевых позиций не произошли. То есть баланс значимости не восстановлен, и ты в той же самой слабой позиции. Но если логически мыслить, то понятно, что этот второй шанс ждет неминуемый крах. Потому что дважды в одну и ту же реку-то не войти. Да, бывший этого не понимает, но мы должны это понимать, мы должны это прогнозировать. Какие чувства у тебя должно вызвать подобное СМС? Меня бы это возмутило. То есть женщина, значит, где-то там нагулялась, а теперь еще условия мне ставит.
Ну, насколько надо не уважать себя, чтобы на это соглашаться. Третье СМС очень коварное, друзья. Многие мужчины на него попадаются. Поэтому прошу обратить пристальное внимание. Если ты придерживаешься, например, стратегии игнора, правильно в него вошел, то через месяцев 6-8 тебе придет сообщение. Я скучаю. Мне плохо. Я поняла, что чувства к тебе есть или чувства остались. Не могу выбросить тебя из головы. И что интересно, это может быть не 2-3 слова. Я скучаю. Или мне плохо без тебя. А может быть прям такая длинная простыня, где бывшая изливает тебе всю свою душу, вспоминает приятные, важные моменты в ваших отношениях и говорит, как не хватает тебя. И у тебя может сразу возникнуть желание. Ну вот же, это оно. Теперь-то можно отвечать. Ведь это очень похоже на желание девушки вернуться. Да, похоже. Но мы же здесь с вами и собрались для того, чтобы как-то копнуть поглубже. И прежде чем радоваться и бежать строчить ей ответ на СМС, я бы здесь обратил внимание на другие моменты. Вот бывшая тебе сказала, я скучаю. И что? А ты вспомни теперь, как долго ты за ней бегал. Упрашивал, пытался встретиться, поговорить. Как ты шел на жертвы и был готов меняться ради нее. Меняться ради сохранения ваших отношений. А теперь вспомни, как она была категорична, как она была непреклонна в своем решении. Ей было пофигу на то, что ты там щебечешь. Она пошла с подругами в клуб и там веселилась, в то время как ты лез на стену от безысходности и боли предательства. А сейчас ты получаешь от нее 3 слова и готов все забыть? А где ее жертва? Как-то неравнозначно получается, что ли. Что я вижу? Я вижу обычный эгоцентризм. Ведь что такое? Я скучаю, мне плохо. Что это? Это описание своего состояния. А какое мне дело до того, что чувствует человек, который меня предал? Тут даже нет призыва к действию. Бывшая не просит тебя о встрече. Она не говорит о желании все возобновить и вернуться. Тут даже нет прямого обращения к нам. Это просто диалог с самой собой, который она тебе любезно отослала. Вот тебе подарочек. Ты там сам разберись с этим. Там, что-нибудь сделай. Успокаивай там меня или что-нибудь предлагает. Ну давай, ты же мужик. Тут даже извинений нет. И неважно, короткое это СМС в 2 слова или длинная простыня. Оно направлено на нашу инициативу. А должно быть с точностью да наоборот. Но если мы, конечно, хотим адекватное восстановление отношений на условиях, где мы будем занимать лидирующую позицию. А это необходимо для того, чтобы они не развалились, как в прошлый раз. Здесь это всего лишь ловушка для наивного, ждущего паренька, который все это время просто терпел. Стиснув зубы, терпел. Высчитывал дни, недели, месяца. Значимость не понижал. А ведь это необходимо делать для того, чтобы трезво вообще оценивать ситуацию. Если значимость не понижаешь, желание ответить на любое из сообщений отраднули будет настолько сильным, что мебель грызть будешь. И параллельно обманывать себя, что вот она у меня такая особенная, это другие какие-то вот не такие. А моя вот если я сейчас не отвечу, то точно все. Это точно будет конец, она больше не напишет. Здесь еще частая тоже ошибка мужчин, забавная. Ответить, изобразив доминантность. Да, вот некая обида такая вот. Девушка пишет, я скучаю. А мужчина отвечает, а я при чем? А я вот не вспоминала тебе. Друзья, это выглядит как минимум нелепо. Если человеку реально все равно, если он живет счастливой жизнью, то он не будет тратить энергию на то, чтобы кому-то что-то доказать или объяснить. Не будет, у него все хорошо, у него все замечательно. Поэтому на это СМС также не стоит вестись. Это очень коварное сообщение. Итак, друзья, какого сообщения от бывшей мы ждем? На что стоит обратить внимание? И даже пока не ответить, а просто обратить внимание. Это СМС, в котором, помимо прочего, содержится 3 основных фактора. Первое. Должно быть извинение или слова раскаяния. То есть это «я сожалею о том, что», «прости меня за то, что». То есть у тебя в голове должно быть такое понимание, что бывшая что-то там переосмыслила в своей голове, что-то осознала, и она сожалеет касаемо того, что натворила. Не ощущение, что она страдает, это не то.
А именно касаемо вот ваших отношений и ее ухода. Второе. Желательно обещание. То есть я исправлюсь, я стану другой, я изменюсь. И вот что-то в этом роде. И третье. Самое главное. Самое важное. То есть без этого вот эти два предыдущих пункта можно обнулить. Самое главное, друзья, это призыв к действию. Давай встретимся. Нам нужно поговорить. Дай мне второй шанс. Давай подъеду куда, когда скажешь. Это самое главное. Потому что именно в действиях выражаются реальные намерения человека. Слова – это всего лишь слова. Но намерение к действию – это уже показатель того, что женщина дошла до нужной кондиции, так сказать. Но почему я советую даже на это сообщение сразу не отвечать? Во-первых, частенько это бывает раскидано по несколько заходов, по несколько сообщений. То есть в одном извинение, в другом призыв к действию там, и так далее. Если собрать это воедино, тогда вот получится полная картина. Вот это первое. И второе, что более важное, на мой взгляд. Какие бы громкие слова бывшая нам не сообщила, всегда нужно удостовериться, что это все-таки не блеф. Что это не игра какая-то. Ведь если сразу на это ответить, будет немножко неестественно. Как будто ты сидел вот прям и ждал им вот конкретно этого СМС. Все-таки я сторонник того, что если женщина так жестко косячнула, она должна нас убедить в своих намерениях. И одного СМС здесь недостаточно. Конечно, у многих сейчас может быть возникнет такое опасение, но уж если после этого я ей не отвечу, то точно все. Точно уже не напишет больше. Как раз наоборот, друзья. Если это искренне, если женщина уже находится в этом состоянии, дошла до этого состояния, то это как движущийся локомотив. Она дошла до той стадии, когда остановиться она уже не может. Ей во что бы то ни стало будет необходимо получить от тебя обратную связь. Неважно, пусть это будет отказ, но ей нужны будут от тебя слова. Да, ей нужно будет тебя увидеть. Поэтому не стоит волноваться. Даже если она не напишет, то с вероятностью 99% она уже будет тебя караулить либо у подъезда дома, либо заявится на работу. Но это просто неизбежно, ведь уровень вот этого стресса нужно обязательно понизить, так или иначе. А это возможно только получив обратную связь. Что по итогу нам нужно понимать? Чтобы успешно реанимировать отношения, чтобы вы снова сошлись, где ты будешь главный, а девушка будет тебя любить, вновь испытывать эмоции к тебе, необходимо, чтобы вы поменялись ролями. То есть вспомни, когда женщина от тебя уходила. У тебя был конкретный мотив, желание встретиться, желание поговорить, обсудить. Ты был готов на все ради нее, на все ради того, чтобы она просто выслушала даже тебя. Так вот, должно быть то же самое, только наоборот. Бывшая должна теперь желать с тобой встретиться, поговорить, обсудить. Кажется, это невозможно. Для этого, друзья, существуют такие стратегии, как тотальный игнор или дистанцирование, которые как раз-таки позволяют подвести женщину к такому состоянию, накрутить свою значимость так, что желание вернуться и быть с тобой однозначно перевесит ее гордыню. Друзья, напоминаю, что я открыл свой канал на Boosty. Там я буду выкладывать эксклюзивные видео, материалы, разборы историй. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь. Жду ваши истории в комментариях и скоро увидимся.